Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анастасия, и мы изучаем русский язык на этом канале. Этот канал предназначен для студентов, которые изучают русский язык. Сегодня я хочу прочитать короткий рассказ из этой книги. Как вы видите, это рассказы для детей, и автор этих рассказов Михаил Зощенко. На моем канале уже есть видео с рассказами Зощенко. Это один из моих любимых писателей. Эти рассказы обычно читала моя мама на канале. Сегодня прочитаю я. Я купила эту книгу относительно недавно. Она очень приятная на ощупь, красивая, как вы видите. И в этой книге тоже красивые иллюстрации. Очень люблю, когда есть красивые иллюстрации в книгах. В этой книге есть очень короткие рассказы в такой секции, как такая группа рассказов. Называется «Умные животные». И сегодня мы прочитаем рассказ «Умный гусь». И есть такое маленькое вступление, предисловие к этим рассказам «Умные животные». Говорят, что слоны и обезьяны очень умные животные. Но и другие животные тоже не дураки. Вот посмотрите, каких умных животных я видел. И этот рассказ, как я уже сказала, «Умный гусь». Вот гусь. И у него в клюве, это называется клюв, у него в клюве кусочек хлеба. Вы можете уже пофантазировать, представить себе, о чем будет этот рассказ. Один гусь гулял во дворе и нашел сухую корку хлеба. Вот гусь стал клювом долбить эту корку, чтоб ее разломать и съесть. Но корка была очень сухая, и гусь никак не мог ее разломать. А сразу проглотить всю корку гусь не решался, потому что это, наверное, не полезно было для гусиного здоровья. Тогда я хотел разломать эту корку, чтобы гусю легче было кушать. Но гусь не позволил мне дотронуться до своей корки. Наверное, он подумал, что я сам хочу ее съесть. Тогда я отошел в сторонку и смотрю, что будет дальше. Вдруг гусь берет клювом эту корку и идет к луже. Он кладет эту корку в лужу. Корка делается в воде мягкая, и тогда гусь с удовольствием ее кушает. Это был умный гусь. Но то, что он не дал мне разломать корку, показывает, что он был не такой уж особенно умный. Не то чтобы дурак, но немножко он все-таки отставал в своем умственном развитии. Очень люблю юмор Михаила Зощенко. Даже вот такие короткие рассказы просто про животных он умудряется сделать очень смешными. Надеюсь, вам понравилось. Вы можете включить субтитры и включить субтитры на своем языке. Если этого языка нет, то напишите в комментариях, и я добавлю ваш язык. Это сделать достаточно легко сейчас на YouTube. Какие новые слова вы могли здесь выучить? Во-первых, корка. Корка хлеба. Это значит очень-очень сухой хлеб, который вот так вот стучишь, и будет такой звук.
Клюв. Клюв – это то, что я вам показала. Вот это как рот у птиц. У птиц это называется клюв. Что еще могло быть нового для вас? Наверное, слово «лужа» может быть новым для вас. Слово «лужа» – это такой, когда есть вода на земле после дождя, как маленькое озеро для детей. Они воспринимают это как маленькое озеро. Я думаю, все остальное, в принципе, достаточно понятно. Вот такой рассказ. На сегодня все. Пишите в комментариях, если вам понравился этот рассказ. И если вам понравился такой рассказ, я буду читать дальше. Здесь таких рассказов именно в этой серии «Умные животные» штук 6 или 7. Я думаю, мы можем все их прочитать. Другие рассказы достаточно длинные. Их читала мама, и здесь есть несколько, которые она не читала. Может быть, потом я тоже их прочитаю. Спасибо вам за внимание. Увидимся в следующих видео. Спасибо за ваши лайки. YouTube очень хочет знать, полезный контент на моем канале или нет. Если нет лайков и комментариев, он понимает, что это не полезный контент и не показывает его даже моим подписчикам. Вот такой жестокий YouTube. Всего доброго. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.